Всем привет! Я художник Андрей Клишин, веду свой видеоблог о жизни, о судьбе, о том, что нас окружает и о том, как многое нам возвращается. Сегодня я хочу вам рассказать о бумерангах. О бумерангах судьбы, которые мы, наверное, как какие-то дети, бегаем по лужайке и бросаем в разные стороны. И потом, через некоторое время, они нам возвращаются. Некоторые бьют по затылку, а некоторые, наоборот, поддерживают. С высоты прожитых лет начинаешь замечать какую-то закономерность, что действительно что-то в этом есть. Есть какая-то ответка у судьбы за те действия, что мы когда-то сделали. Сегодня вам расскажу одну историю, которая имеет как бы двойное значение. Здесь как бы два бумеранга. Один, который прилетел мне, но вдруг я узнал, откуда он взялся и почему именно я его получил. Эта история связана с моим студенчеством. Произошла она 40 лет тому назад, поэтому, наверное, можно называть имена, фамилии. Наверняка этих людей уже нет, а кто есть, то уже и далече. Поэтому я сейчас эту историю расскажу вам в лицах. Итак, 82 год, даже 81, наверное. Да, 81 год, зима. Я, как молодой человек, очень интересовался оружием, любил оружие. Мои родственники, мой двоюродный брат, который живет в Черноречье под Севастополем, там были бои во время Второй мировой войны, они вечно там откапывали всякие патроны, всякие там, не знаю, элементы оружия. И он откопал как-то чехословацкий пулемет ZB-26 и подарил его мне. А еще пару корпусов от гранат, какие-то патроны. Я захотел этот пулемет отреставрировать, сделать из него муляж такой красивый и повесить его на стену, как, не знаю, как декор-элемент. Мои друзья в Горловке узнали о том, что я как бы коллекционирую оружие. Кто-то мне подарил ржавый парабеллум, ну совсем полностью ржавый. А один из моих товарищей, Сережа Шарапов, предложил мне купить пистолет. Я приехал, посмотрел, ржавенький ТТ, ну так вроде бы весь действующий. И я купил у него этот пистолет за 50 рублей в свою коллекцию. Институтская жизнь была насыщенная. Мы часто собирались у моего одного товарища Андрея Сыча. Играли на гитаре, пели, выпивали. И вот однажды я позвонил домой, сказать, что я задерживаюсь. Но жена Марина сказала, что ко мне пришли. Кто пришел? Нельзя говорить, приходи домой. Я сразу понял, что речь идет, наверное, об этом пистолете. И, скорее всего, пришла милиция. Я возвращаюсь домой. Меня никто не ждет, видимо, они пошли меня встречать, эти оперативники. Я успеваю подняться на 9-й этаж, а мы жили на 9-м этаже, на чердак. И в снег бросаю этот пистолет, корпус этих гранат, и спокойненько сижу, жду эту милицию. Приходят два очень вежливых человека и приглашают меня пройти в УВД. А уже вечер, не знаю, часов, наверное, 9. Вот. В УВД замначальника УВД или начальник уголовного розыска, некто Иванов, быстро меня начали прессовать, так и так, вот у нас есть сведения, у тебя есть пистолет ТТ и так далее, и так далее. Я говорю, да нет никакого пистолета. Вот, поугрожали, а потом он как-то так по-отечески говорит, что, слушай, зачем тебе это нужно? Сдай его, добровольная сдача, значит, никакой ответственности не будет и все. Тем более ты учишься в институте. А с институтом же у меня была такая история, что меня выгоняли из Севастопольского приборостроительного института.
и я поступил заново в этот Горловский филиал ДПИ, Донецкого политехнического. Я учился уже на 4-м курсе, и мне очень хотелось доучиться. Вот. То есть вполне была вероятность того, что если они это все раздуют, то меня просто выгонят из института и все. А я этого очень не хотел. Поэтому я согласился. Говорю, хорошо, я вам просто добровольно отдам. У меня вот есть что, пулемет, я его реставрировал, такой как муляж. Еще один какой-то ржавый пистолет есть. Мы поехали к нам домой. Я все это отдаю. Но этот замначальника ОВД Иванов выписывает акт изъятия. Я тогда не понимал, что такое акт изъятия, что такое акт добровольной сдачи. Ну, все подписали, пригласили соседей, свидетелей, все подписали. Но на утро, когда меня пригласили в УВД, я узнаю, что, извините, статья 222 «Хранение огнестрельного оружия» до 5 лет. Я, конечно, в таком шоке, как так, мне же обещали добровольную сдачу. Следователь сказал, да нет никакой добровольной сдачи, вот акт изъятия, вот экспертиза, что пистолет мог делать одиночные выстрелы. И все. Проходит какое-то время, я просто в прострации нахожусь. Вызывает меня этот замначальника УВД Иванов и говорит, ну что ж ты там думаешь, надо что-то решать, надо что-то думать, надо ж думать что-то, а то ж пойдешь в тюрьму или на стройки куда-то там и так далее. В общем, короче, намекнул, что давай же плати. Собрались мы, наскребли денег, сколько смогли, 1002, наверное, рублей, по тем временам большие деньги. Передали через следователя, следователь отнес то, что полагалось этому Иванову, ну и вроде бы они отцепились. Все это как бы было бы хорошо, если бы через 10 лет я вдруг узнаю, а я уже через 10 лет работал в управляющем отделении банка, взял себе на работу начальником охраны, всякой там операционной деятельности бывшего работника милиции. И он мне рассказывает, что этот Иванов, его перевели в Запорожье на какую-то милицейскую должность, на какой-то чин. И там он с кем-то что-то не поделил. У него выкрали ключи от сейфа и выкрали его пистолет, табельное оружие. И он после этого имел какие-то большие неприятности. И я вот заметил, что это произошло ровно через 10 лет. Произошел такой бумеранг, понимаете, вот тот же самый случай с пистолетом, и там случай с пистолетом. Теперь я начал вспоминать, а почему же мне прилетело? И я вдруг вспомнил еще одну историю. То есть 10 лет назад от тех событий, когда мне было, наверное, лет 12, мы жили в Усть-Каменогорске. У нас был пневматический пистолет, если кто знает, такой пульками стреляет. Старый пневматический пистолет еще, не знаю, 40-х годов. Дядя Толя подарил мне, как первенцу. И я вот как-то однажды утром просыпаюсь, меня будет отец, сидит какой-то незнакомый мужчина, и отец спрашивает, ну расскажите, что такое, что случилось? Он, ну подождите, пусть он проснется. Ну я проснулся, что такое? Дело в том, что у вашего сына есть пистолет. Отец на меня, я говорю, так нет у меня никакого пистолета. А к этому времени мы этот пистолет уже подарили моему двоюродному брату, он меня младше на 5 лет, ему подарили в Севастополе. То есть у нас его даже не было, этого пневматического пистолета. Следователь, опер говорит, можно я тут поищу? Отец с дуру взял, сказал, можно. И он начал там смотреть, там, то в столе, там, то все другое, такой, знаете, как обыск, осмотр проводить.
тут у меня начинает, я понимаю, что, наверное, это тот пневматический пистолет, и говорю отцу, что, значит, это ж, наверное, вот этот вот пневматический. А он же на вид такой вороненый, такой, знаете, как настоящий. Ну, видать, где-то на улицу я с ним выходил, мальчишки увидели, и кто-то кому-то что-то сказал. И дошло это вот до опера. Отец наконец-то сообразил, что нечего. Но при этом следователь нашел мамины табеля. Мама работала учительницей, и у нее на ее класс были табеля, бланки с печатью. Вот бланк табеля, обычный табель об окончании там какого-то класса, где выставляют оценки. Бланк с печатью. И он эти пару табелей с собой забрал. И сказал, что вот можно я, значит, возьму сына на опрос. Вот как так можно было отправлять 12-летнего пацана в милицию без взрослого на допрос? Ну ладно, хорошо. Начал он меня расспрашивать, что как, и говорит, так и так, вот нашел я эти табеля, я теперь твою маму отправлю в тюрьму. Потому что вот это вот документы, эти документы должны храниться там-то и там-то, она хранила их дома, и вообще тут можно что угодно написать, и так далее, и так далее. В общем, довел меня до страха и шока, и говорит, ну вот единственное, если ты что-то вот мне, какую-то информацию дашь, или что-то знаешь, тогда вот я, мол, значит, не буду возбуждать уголовное дело против мамы. И я, перепуганный ребенок, не помню точно, 10 мне было или 12, вдруг рассказываю про Сережу Сухова. Мой товарищ по классу, Сережа Сухов, мы раньше жили как бы в одном доме, а в нашем городе был завод приборов и автоматики, и там были трубки. Такая латунная трубка с диаметром отверстия 6 мм как раз подходила под мелкокалиберный патрон. И многие мальчишки делали пистолеты из детского пистолета, вставляли в эту трубочку, ударный механизм и стреляли этим малокалиберным патроном. И я рассказал про Сережу Сухова, что вот Сережа Сухов, у него, наверное, там, когда-то там то-то сделали. И вот я сейчас, через столько лет, наверное, понимаю, что вот тот бумеранг, который я когда-то запустил от своей слабости, от своей неуверенности, от страха, что у мамы могут быть неприятности с милицией, этот бумеранг вернулся мне. А тот бумеранг, который запустил этот замначальника УВД Иванов тем, что захотел заработать, вместо того, чтобы оформить добровольную сдачу оружия, оформил акт изъятия и возбудил уголовное дело, этот бумеранг вернулся ему. Вот такие вот странные случаи происходят, когда наши какие-то действия нам возвращаются. В общем, прости, пожалуйста, Сережа Сухов, что я когда-то вот это сделал. Я даже не знаю, что потом было, что-то нашли у тебя или нет, но бумеранг не вернулся. Будьте осторожны со своими бумерангами. Пока.